некоторых регионах Африки за части тела альбиноса охотники готовы заплатить до 75 тысяч долларов, потому что колдуны обещают, что они принесут богатство и удачу. Из-за этого дикого суеверия тысячи людей, многие из них дети, живут в постоянном страхе быть похищенными, искалеченными или убитыми. В этом видео я расскажу, почему рождение с белой кожей в Африке до сих пор считается смертным приговором и как эти люди пытаются выжить. Речь идет об альбинизме, врожденном генетическом состоянии, при котором в организме почти или полностью отсутствует меланин, пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и глаз. У человека с альбинизмом кожа очень светлая, волосы белые или соломенные, а глаза часто слабые и чувствительные к свету. Это не болезнь и не проклятие, а результат работы генов, которые передаются от обоих родителей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Африки к югу от Сахары альбинизм встречается заметно чаще, чем в остальном мире. В Европе и Северной Америке с этим состоянием рождается примерно 1 человек из 20 тысяч. А вот в Танзании, по оценкам исследователей, его 1 из 1400. В отдельных общинах, где браки заключаются внутри узкого круга родственников, показатель еще выше. Именно Танзания стала печально известна на весь мир как страна, где охота на людей с белой кожей приняла форму настоящего промысла. Но проблема далеко не только танзанийская. Нападения фиксировались в Малави, Мозамбике, Бурунди, Замбии, Демократической Республике Конго и еще почти в 3 десятках африканских государств. Правозащитная организация «Под тем же солнцем», основанная канадцем Питером Эшем, ведет учет таких преступлений с 2006 года. В ее отчетах сотни задокументированных случаев убийств и нападений с целью отрезать руки, ноги, вырвать зубы и волосы. Реальное число жертв, как признают сами правозащитники, куда выше. Многие семьи молчат, а тела так и не находят. За каждой сухой цифрой статистики стоит конкретная история страха. Ребенок, которого не выпускают из дома. Мать, которая спит в полглаза, потому что за ее дочерью уже приходили. И чтобы понять, откуда взялся этот ужас, придется начать с того, что происходит в момент, когда в африканской деревне рождается ребенок с белой кожей. Когда в деревне рождается такой ребенок, реакция часто оказывается не радостью, а испугом. В некоторых общинах повитуха или родственники советуют матери избавиться от младенца сразу, называя его призраком, а не человеком. Существует поверье, будто альбинос вовсе не умирает, а просто исчезает, растворяется в воздухе. Из-за этого убийство такого человека многие не считают настоящим убийством. Всплеск охоты за телами исследователи связывают с серединой 2000-х. Именно тогда в Танзании и соседних странах резко выросло число задокументированных нападений. Организация «Под тем же солнцем» в своих сводках отмечает, что первые массовые сообщения об убийствах ради частей тела пришли из района озера Виктория, из регионов Мванза и Шиньянга, где особенно сильны позиции знахарей. Схема преступлений почти всегда одинакова. Заказчик, человек, который хочет разбогатеть или выиграть выборы, обращается к колдуну. Тот заявляет, что для сильного амулета нужны свежие части тела альбиноса: рука, нога, гениталии, язык, волосы. Затем нанимаются исполнители, нередко из числа соседей или даже родственников жертвы. Они знают, где живет человек с белой кожей, и знают, когда он остается один. Нападения происходят чаще всего ночью. Банда с мачете вламывается в глинобитную хижину, где нет ни замков, ни решеток. Жертву не всегда убивают. Иногда отрубают конечности и оставляют истекать кровью, потому что по извращенной логике колдунов крик и боль якобы усиливают магическую силу отрезанного. Один из самых известных задокументированных случаев произошел в 2008-м. В регионе Мванза убили девочку, чье имя правозащитники не разглашали. Нападавшими оказались ее собственный отец и дядя. Этот случай попал в международную прессу и заставил заговорить о проблеме на уровне ООН. По данным Красного Креста, на черном рынке полный набор частей тела альбиноса оценивался в сумму до 75 тысяч долларов. Огромные деньги для региона, где многие живут меньше, чем на $2 в день. Отдельная конечность могла стоить несколько тысяч. Именно эти цифры превратили живых людей в объект охоты, а суеверие — в прибыльный криминальный бизнес. Откуда вообще взялась идея, что человек с белой кожей приносит богатство? Корни уходят в традиционные верования Восточной Африки, где знахари вагангу на суахили веками занимали место между лекарем, гадателем и жрецом. К ним шли за средством от бесплодия, за защитой от врагов, за удачей в делах. И именно эти знахари стали главными распространителями мифа. Антропологи выделяют несколько устойчивых поверий. Первое. Части тела альбиноса, вплетенные в амулет или зарытые в поле, притягивают деньги и золото. Рыбаки на озере Виктория, по свидетельствам местных, вплетали волосы альбиносов в сети, веря, что это принесет богатый улов. Шахтеры закапывали кости на участках, надеясь найти золотую жилу. Второе поверье — о бессмертии. Раз альбинос якобы не умирает, а исчезает, то и его плоть считается наделенной силой, побеждающей смерть. Третье, самое чудовищное —
будто половой акт с женщиной или ребенком-альбиносом излечивает. Эта ложь привела к волне изнасилований, зафиксированных правозащитниками в нескольких странах. Ученые подчеркивают, что ни одно из этих верований не имеет под собой ни малейшего основания. Меланин никак не связан ни с деньгами, ни с болезнями. Но в регионах с высокой неграмотностью и бедностью слово знахаря значит больше, чем слово врача. Отдельно исследователи отмечают роль так называемого рынка удачи перед выборами. Активист Джозефат Торнер, сам альбинос, публично заявлял, что число нападений в Танзании резко росло в предвыборные годы. Политики, по его словам, скупали амулеты, надеясь на победу. Это подтверждали и журналисты BBC, которые фиксировали всплеск исчезновений накануне голосований 2010 и 2015. Есть и обратная сторона мифа – страх. В некоторых общинах верят, что альбинос приносит несчастье, что его тень или взгляд навлекает беду. Поэтому одних убивают ради наживы, а других изгоняют, отказывают в работе, гонят из школ. Мать, родившую такого ребенка, нередко обвиняют в измене с белым человеком или в связи с духами и выгоняют из семьи. Так суеверие работает в обе стороны. Белая кожа делает человека одновременно сокровищем для охотника и изгоем для общин. Больше всего от охотников страдают дети. Части тела ребенка ценятся у знахарей выше, потому что, по их извращенному убеждению, чистая и невинная плоть дает более сильный амулет. Именно поэтому среди задокументированных жертв так много малышей от нескольких месяцев до 10 лет. История Кабулы Масанджи облетела мировую пресс. Девочке из региона Гейта было 6 лет, когда ночью в дом ворвались вооруженные мачете люди. На глазах у семьи ей отрубили руку и скрылись с ней в темноте. Кабула выжила, но осталась инвалидом. Ее случай стал одним из тех, что заставили правительство Танзании действовать. Похожая судьба у мальчика по имени Барака Коса. Ему было 5 лет, когда напавшие отрубили ему кисть. Фотографии этих детей с новыми руками обошли весь мир. Чтобы защитить таких ребят, власти Танзании начали свозить их в специальные центры при государственных школах-интернатах. К 2015-му в подобных учреждениях жили сотни детей с альбинизмом. Но условия там оказались тяжелыми. Одна девочка рассказала журналистам, что спит, повернувшись лицом к двери, чтобы успеть закричать, если кто-то войдет. К физической опасности добавляется еще одна, о которой говорят реже. Из-за отсутствия меланина кожа альбиносов беззащитна перед палящим африканским солнцем. Без крема с защитой и головного убора у большинства к 30-40 годам развивается рак кожи. По оценкам дерматологов, работавших в Танзании, до 98% людей с альбинизмом в регионе не доживают до 40 лет именно из-за рака. Так ребенок с белой кожей оказывается зажат между двумя угрозами. Человеком с мачете снаружи и собственной кожей, которая убивает солнце. Переломный момент наступил в 2015. После похищения годовалого мальчика Йоханы Бахати, которого вырвали из рук матери прямо ночью, волна возмущения захлестнула Танзанию. Тело ребенка позже нашли в лесу бесконечно. Под давлением общества и международных организаций правительство пошло на беспрецедентный шаг. В начале 2015-го власти официально запретили деятельность всех знахарей и гадателей на территории страны. Логика была прямой: перекрыть спрос, ударив по тем, кто заказывает и изготавливает амулеты. Одновременно полиция провела массовые облавы, задержав больше 200 человек, подозреваемых в связях с рынком частей тела. Тогда же произошло и то, чего не случалось прежде. Впервые за всю историю этих преступлений суд вынес реальные смертные приговоры. В 2009-м 4 мужчин приговорили к повешению за убийство 14-летнего Матату Дуню, которого зарезали ради ноги и руки. Это стало первым в истории Танзании обвинительным приговором по делу об убийстве альбиноса. До этого нападавшие оставались безнаказанными почти всегда. Свидетели молчали, полиция бездействовала, а знахари боялись трогать. И вот здесь вскрылась самая тяжелая правда о цене суеверий. Расследования показали, что за громкими приговорами исполнителям почти никогда не следовали приговоры заказчикам. Знахарь, назвавший цену, и богатый клиент, оплативший амулет, оставались в тени. Полиция ловила бедняков с мачете, а те, кто дергал за ниточки, продолжали жить в своих домах. Из сотен задокументированных нападений до суда доходили единицы. Международные организации назвали это системной безнаказанностью. Специальный докладчик ООН по правам человека Икпонвоса Эро, сама женщина с альбинизмом из Нигерии, в своем отчете прямо заявила: пока общество верит колдунам, а власть ловит только исполнителей, охота не прекратится. Она подчеркивала, что корень зла не в отдельных бандитах, а в устойчивом убеждении миллионов людей, будто белая кожа — это товар. Запрет на знахарство дал временный результат. В следующие 2 года число зарегистрированных нападений в Танзании заметно снизилось. Но эксперты предупреждали, что промысел просто ушел в подполье и перетек в соседние страны. В Малави и Мозамбик, где закон оказался слабее, а вера в амулеты такой же сильной.
Пока государство ловило исполнителей, сами люди с альбинизмом начали защищаться и менять отношение к себе. В 2008-м Альшима Аквай стала первым депутатом парламента Танзании с альбинизмом. Ее назначили именно для того, чтобы у этих людей появился голос во власти. Она объездила деревни, выступая перед общинами и объясняя, что белая кожа — это не магия и не проклятие. Модель Тандо Хопа из ЮАР вышла на мировые подиумы и снялась в компаниях крупных брендов, показав, что альбинизм может быть символом красоты, а не страха. Малавийский музыкант Ласт Нози, известный как Лазарус, стал звездой национального масштаба и открыто пел о нападениях на таких, как он. Их лица в прессе делали то, чего не могли сделать облавы, разрушали миф изнутри. Практическую помощь взяли на себя благотворительные организации. Под тем же солнцем наладила поставки солнцезащитного крема и очков, обучила медиков распознавать рак кожи на ранней стадии. Программы дерматологов в Танзании и Малави стали ездить по деревням с осмотрами. Именно ранняя диагностика начала спасать от смертельного рака тех, кто прежде не доживал до 40. Организация Объединенных Наций в 2015-м учредила пост независимого эксперта по правам людей с альбинизмом, а 13 июня объявила Международным днем информирования об альбинизме. Африканский союз принял отдельный план действий против нападений на период до 2021-го, обязав государство менять законы и вести статистику. Результат оказался неоднозначным. С одной стороны, в Танзании после запрета знахарства и первых казней число зарегистрированных убийств пошло на спад, а в школах начали рассказывать детям правду об альбинизме. С другой, правозащитники продолжают фиксировать нападения в Малави, Мозамбике и Конго, а осквернение могил ради костей стало новой формой того же промысла. Когда живых стало опаснее трогать, охотники переключились на клад. Полностью проблема не решена. По оценкам ООН, в Африке живут десятки тысяч людей с альбинизмом, и для многих из них угроза остается реальной каждый день. Но за последние 20 лет молчание сменилось разговором, безнаказанность, первыми приговорами, а стыд — публичной гордостью тех, кто отказался прятаться. И именно это, а не заборы интернатов, дает им настоящий шанс дожить до старости.